С вами снова Корней. Я расскажу вам про адаптогены. Они позволят вам увеличить продолжительность жизни. И кроме того, стать в каком-то смысле сверхчеловеком. Конечно, не настолько, как в фантастических фильмах, но вы получите реально ощутимые изменения. Итак, программа, которую я разработал, стали эксперименты над собой и своими друзьями. Адаптогены – это травы, которые улучшают практически все функции организма. Силу, выносливость, интеллект, улучшают настроение, поднимают иммунитет. Самый известный адаптоген – это женьшень. И есть травы, которые практически дублируют его свойства. Если кому-то интересны качества отдельных адаптогенов, могут спросить у меня в комментариях, я отвечу. Но в принципе качества в общем и целом у них действительно одинаковые. Использовать нужно 4 адаптогена. Принимать нужно по 20 дней, потом делается 10 дней перерыв, и вы переходите к следующему адаптогену. Почему формула именно такая? Дело в том, что более 20 дней принимать не имеет смысла. Организм вырабатывает какую-то привычку к этому веществу и перестает его воспринимать. Поэтому 20 дней – это оптимальный срок. Потом в течение 10 дней действие адаптогена сохраняется, и ваш организм находится в таком же приподнятом, в хорошем состоянии. Затем вы переходите ко второму, к третьему, к четвертому. В итоге весь цикл занимает 4 месяца. За эти 4 месяца у вас исчезает выработавшаяся в организме привычка к первому адаптогену. И вы можете начать весь цикл сначала. Таким образом, вы можете принимать адаптогены постоянно, все время, и они будут оказывать на ваш организм благоприятное воздействие. Наши космонавты использовали на орбите именно адаптогены, в отличие от американских астронавтов, которые использовали допинг. Результаты у наших космонавтов в итоге были лучше и не было побочных эффектов. Потому что адаптогены, увеличивая какие-то, усиливая, улучшая качество различных функций организма, не изнашивают его. Они не работают как кнут, они не подстегивают организм. И даже наоборот, когда человек принимал адаптогены, впоследствии организм оказывается укрепленным, он оказывается более сильным, чем до приема адаптогенов. Итак, вот эти 4 адаптогена я вам рекомендую, а это левзея, она же моралий корень, это экстракт радиолы розовый, она же золотой корень, женьшень и элеутерокок. В принципе, вы можете использовать и другие адаптогены. Достаточно эффективными являются также оралия и лимонник. Но 4 достаточно. И вот эти 4, по моему опыту, наиболее эффективные. Противопоказания к применению адаптогенов – это сердечно-сосудистые заболевания, особенно повышенное давление. Но здесь нужно иметь в виду, что даже в инструкции это говорится с оговорками, что в этом случае надо принимать с осторожностью. Дело в том, что адаптогены регулируют все функции организма, в том числе они регулируют и давление. Они способны при правильной дозировке даже повышенное давление понизить. Но все-таки при таком заболевании, связанном с давлением, с повышенным давлением, достаточно сложно, и они могут его повысить, поэтому нужно с осторожностью это делать. Если при приеме какого-то из адаптогенов у вас возникли неприятные ощущения, головная боль, то следует понизить дозировку в 2 раза. Скорее всего, ваш организм просто более чувствителен к данному препарату, и более низкая дозировка будет производить правильный эффект. В крайнем случае вы можете заменить какой-то из этих адаптогенов, если он вам не подойдет, на те, которые я вам назвал, на оралию или лимонник. Адаптогены оказывают, кроме положительного влияния на здоровье и на функции организма, еще и очень положительное влияние на продолжительность жизни. Когда ставились эксперименты на мышах и крысах, адаптогены продляли им жизнь на 15-20%.
Кстати говоря, те препараты, которые многие фармакологические компании разрабатывают для продления жизни, приблизительно в таких рамках и продляют жизнь лабораторным мышам и крысам. При этом они более известны, они рекламируются. Почему никто не рекламирует вот такие простые и дешевые вещи? Да потому что дешевые вещи рекламировать невыгодно. На самом деле это действительно очень эффективное средство, которое позволит вам продлить жизнь и чувствовать себя лучше. Причем за счет чего достигается это продление жизни? Это не продление старости и немощности, а увеличение именно тех пределов жизни, когда организм чувствует себя бодро и молодо. Поэтому таким образом продлять жизнь имеет смысл. Теперь о дозировке. Не принимайте адаптогены в дозировках, как написано в инструкции. В инструкции написано для клинических случаев, когда человек действительно испытывает серьезный упадок сил. Здоровому человеку они нужны в дозировках приблизительно в 3 раза меньше. Принимать нужно 1 раз по 1 кубическому сантиметру или по 20-30 капель. Все адаптогены, для всех адаптогенов справедливо это правило, кроме радиолы розовой. Дело в том, что наша промышленность выпускает радиолу розовую в виде концентрата. И ее нужно принимать в 3 раза меньше. То есть 1/3 кубического сантиметра, либо 7-10 капель. Принимать их очень просто. Утром вы пипеткой отмеряете или шприцом, кому как удобнее, нужное количество адаптогена. В данном случае это левзея, следовательно, мы берем 1 кубический сантиметр. Добавляем данное вещество в чай или в кофе, тот напиток, который вы принимаете, и с удовольствием пьете. В итоге вы будете чувствовать себя бодрее, лучше и, кроме того, в конце концов, вы должны еще и продлить свою жизнь. Эффект от приема адаптогенов наступает на 3-4 день. Вы это почувствуете. Ну что же, будьте здоровы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Корней. Пока.